Всем привет! Представляю вам боб-каре. Это стрижка подстрижена у нас в технике Видал-Сасун, то есть это у нас классическая стрижка. Техника Видал-Сасун отличается тем, что это очень точные, четкие стрижки, которые в дальнейшем можно носить без укладки. Они красивы всегда, они никогда не выходят из моды. И это, повторю еще раз, классика. Мы с вами простригли окантовку. Начинаем с нее, стрижем, естественно, по зонам, по блокам. Первая у нас с вами контрольная прядь, которую мы делаем, была оттянута 90 градусов, срез 45. Первая контрольная прядь у нас с вами была горизонтальной. Остальные все пряди у нас стригутся по диагонали. Вот посмотрите. Диагональный пробор, и я соединяю две контрольные пряди, верхнюю и нижнюю. Для того, чтобы вам было удобно, именно для этого и делаются диагональные проборы. Вы никогда не ошибетесь, на какую длину вам надо отрезать. После того, когда вы простригли всю зону, обязательно выполняйте проверку. У вас должна получиться ровная линия. Помимо проверки, которую я сделала перед этим, вы обязательно вытягиваете попрядно, зеркально слева и справа, и опять же проверяете длину. После этого только переходите уже ко второй зоне, ко второму блоку. Убираем лишние волосы. Также делаем вертикальный пробор. Натяжение 90 к голове, срез 45. Переходим на диагональные проборы и продолжаем стричь по двум контрольным прядям. Здесь вот очень хорошо видно. Значит, основное здесь правило: у вас каждая вторая прядь становится контрольной для следующей пряди. То есть у нас получается транзитная контрольная прядь. Сделала я диагональными в одну сторону, проверку делаю, как всегда, диагональными в другую. Стригу я, как вы видите, методом поинтинг, для того, чтобы сразу сделать мягкие линии среза. Переходим, соответственно, к следующему ряду. Вертикальный пробор, натяжение 90, срез 45. То есть наш срез продолжает линию, начатую у шеи, то есть в самом первом блоке. Линия под 45 градусов у нас продолжается. Чем тоньше вы делаете проборы, тем точнее у вас стрижка. Стричь надо маленькими прядочками. Обязательная проверка.
Ну вот дальше смотрите внимательно. Здесь у нас все, как всегда, повторяется. Начинаем с центрального пробора, который у нас с вами стоит по вертикали. Переходим на диагональ. Как только вы дошли до ушка, остановились и пряди с височно-боковой зоны подтягивайте все к пряди за ушком. Видите, диагональ, диагональ. Последняя диагональ. Все, остановились на этой диагонали. Ну, видите, я здесь решила проверку сделать. Но сейчас я вам покажу. Дорабатывайте, соединяете нижнюю зону. То есть делаете окантовочку. Сводите ушко и затылок. По окантовочке сводите ушко и затылок. Выравниваете вашу стрижку. Проверка у лица тоже обязательно. За ушками. Проверку выполняете по всему блоку обязательно. Повторяем все то, что делали раньше. Вертикальный пробор, оттяжка 90, срез 45. Срез 45 продолжает линию, которую вы сделали ранее внизу. Также диагональными проборами подтягиваем уже к нашей выполненной стрижке. То есть вы увидите линии среза. Диагональный пробор подтягиваем. Контрольные пряди у нас там имеются. Диагональный пробор, срезаем верхние и нижние контрольные пряди. Подтягиваем, видите, ушко к линии к линии среза за ушком, которая была к той контрольной пряди. Опять же проверка. Обязательное условие: вы заканчиваете движение стрижки за ушной раковиной. Там ваша последняя прядь. Височно-боковую зону подтягиваете именно к ней, для того, чтобы не укоротить наши ушки у каре. Показываю вам линию, что, видите, если правильно подстрижена, линия идеально ложится подковкой. Проверка обратной диагональю. Метод среза, опять же, point cut.
Простите, метод среза поинтинг. Я совсем задумалась о чем-то, сижу, пока смотрю, как я работаю. Да? Как правило, есть две вещи, на которые можно смотреть. Это как кто-то работает и как горит огонь. Да? Метод среза, еще раз повторю, поинтинг. Хотя на самом деле я сколько смотрю, преподаватели и вообще как бы мастера называют это, все путаются, да, то есть понтинг и point cut. Я вам сейчас объясню, в чем разница, я вам даже покажу, потому что я использую в этой стрижке два метода. Но действительно многие мастера путаются в названиях. Поинтинг – это метод среза. Значит, у нас с вами ножницы располагаются к полотну наших волос под углом. И поэтому у нас получается срез такой зубчатый. Вот смотрите, здесь вот мы обязательно после того, когда сделали проверку, ту, как всегда, выполняем проверку лево-право. То есть мы с вами перекидываем волосы слева направо, а потом также зеркально справа налево. Это обязательно, потому что если у вас стрижка симметричная, клиент у вас может носить куда хочет, как распадутся волосы. То есть ни одного лишнего волосика не должно нигде выпасть. Поэтому проверка лево-право обязательно. После этого вы переходите уже к лицу и проверяете свою линию среза. Если у клиента есть челка, то делаете челку. Но в данном случае у нас челки нет, у нас просто длинные волосы у лица. Проверку опять же делаете, как только срезали. Все обязательно должно быть ровненько. На свой глазомер, конечно, можете надеяться, но проверить обязательно надо. И вот смотрите, последний штрих. Вы зачесываете всю топ-зону назад. Берете как бы одним захватом. Сейчас увидите. И продолжаете нашу линию под 45 градусов, которая была у нас на затылке. Вот так. Там будут какие-то единичные волосики, поэтому просто доработаете. Все, после этого мы переходим уже к сушке, и доработка у нас уже идет на сухую. Сушите ручками, сразу же автоматически создавая прикорневой объем. То есть вы приподнимаете волосы и сушите под корешок. Такой будет естественный объем. Видите, как красиво ложатся волосы, даже без использования расчески, брашинга.
Ну, брашинг обязательно вы должны взять, потому что нам с вами надо дорабатывать. А, соответственно, кончики волос должны быть идеально гладкими. Все, убираете с шейки все лишние волосы. Ну и быстренько подсушиваете, потому что дальше сейчас у нас с вами продолжится работа. Ну вот теперь дорабатываем. И вот сейчас как раз это метод у нас будет называться point cut. Он отличается от метода поинтинга именно тем, что у нас с вами ножницы стоят перпендикулярно полотну. Сейчас мы с вами доработаем переход, то есть нашу окантовку, обязательно окантовку дорабатываем и начинаем уже переходить, то есть облегчать. У нас с вами point cut – это метод филировки. То есть, видите, у нас ножницы перпендикулярно полотну, то есть перпендикулярно расческе. Если вы немного сделаете угол, вы сразу отрежете длину, а нам надо с вами облегчить. Это шикарный метод, он срезает по маленьким волосочкам и просто размывает ваши линии среза. Идеальный метод. Я не использую в стрижках женских филировочные ножницы и вам не рекомендую. Потому что филировочные ножницы оставляют два уровня, две длины. Как бы вы их ни сделали. То есть получается тупой срез. Чем хороши именно прямые ножницы? Тем, что вы можете всегда сделать очень мягко. На тушевках, на мужских, пожалуйста, используйте. Женские стрижки все-таки попробуйте пользоваться только исключительно прямыми ножницами. Теперь метод point cut. Видите, уже на пальчиках. Там был point cut на расческе. Этот у нас point cut на пальчиках. Аккуратнее не обрежьтесь.
Ну, в принципе, стрижка готова. Пожалуйста, пользуйтесь.